Друзья, привет! Сегодня мы приготовим с вами необычное, убийственно вкусное печенье. Печенье «Красный бархат» со сливочной начинкой. Очень вкусно и оригинально. И готовится легко и быстро. Сможет приготовить каждый. Уверена, вам уже не терпится узнать, как же приготовить такое печенье с начинкой. Давайте скорее начинать. Для приготовления печенья «Красный бархат» нам понадобится 190 градусов. Как раз на все. Тихонько. Напишите в комментарии, мешает ли вам, когда я рассказываю, сколько чего нам нужно взять, или просто показывать картинку, и этого будет достаточно. Включаем духовку на 170 градусов с конвекцией, с обдувом. Для приготовления печенья «Красный бархат» нам понадобится 200 граммов муки, 150 граммов сахарной пудры, 10 граммов какао-порошка, 6 граммов разрыхлителя, водорастворимый краситель красного цвета, 100 граммов яйца и 50 граммов сливочного масла. Берем большую миску, отправляем в нее яйца. Если у вас краситель сухой, водорастворимый, тогда его нужно перемешать с белками. Я вот сейчас отделю вот так вот немного белков, достаточно. Если у вас краситель гелевый, то просто добавляйте гелевый краситель сразу же в яйца. Так, краситель. И разминаем вот так в белочке. Белок на 90% состоит из воды, поэтому в нем хорошо разойдется краситель. Все, отлично. Сюда же отправляем оставшиеся яйца. Перемешиваем. Оп. Растопленное сливочное масло сюда же к яйцам. Сахарная пудра. В отдельной мисочке соединяем муку с какао и разрыхлитель. Перемешиваем. Сухие ингредиенты с помощью сита отправляем к мокрым. Перемешиваем до однородной консистенции. Вся мука должна увлажниться. Тесто готово. Отставляем в сторону и приготовим начинку. Для начинки нам понадобится 100 граммов крем-сыра и 10 граммов сахарной пудры. Перемешиваем оба эти ингредиента. Чем можно заменить крем-сыр? Можно, конечно, взять творог, смешать его с сахарной пудрой и предварительно творог лучше пропустить через сито, чтобы он был более такой гладкий и однородный. Начинка готова. Теперь берем противень, пергамент и собираем наше печенье. Дополнительно нам понадобится 50 граммов сахарной пудры и буквально несколько столовых ложек растительного масла. Противень, пергамент смачиваем маслом ладошки, чтобы тесто не прилипало к ним. Так. Буквально такой крупный грецкий орех. Делаем такое углубление. Чайная ложка крем-сыра. Скрепляем здесь. И обваливаем в сахарной пудре. Перекладываем на пергамент. Так, снова чуть-чуть растительного масла. Делаем углубление. Начинка. Отправляем в разогретую духовку наше печенье буквально на 12-13 минут. Наше печенье провело в духовке 13 счастливых минут, и мы можем его доставать. Вот такая красота получилась. А внутри как у него? Сейчас остынет, и я вам все покажу. Из этого количества теста у нас получается 10 красивых, волшебных, бархатных печенюшек с начинкой.
Руки вверх, Друзья, а больше рецептов вы найдете на моем YouTube-канале, в моих книгах, на моем сайте и на моих мастер-классах. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь и давайте готовить вместе. Пока. Господи.